Сколько стоит дружба на Филиппинах? Что ж, теперь у меня есть ответ на этот вопрос. Всем привет, меня зовут Сергей, и я 5 лет жил на Филиппинах. Через несколько месяцев будет ровно год, как я покинул острова. И в этом видео я хочу рассказать историю о том, почему на самом деле я покинул Филиппины. Историю о несбывшихся мечтах, о ложных надеждах, о дружбе и предательстве. Это видео я пытаюсь записать, наверное, уже больше полугода, но каждый раз, когда пытаюсь, ничего не получается. Уж слишком эта история личная и эмоциональная для меня. Но давайте попробую начать сначала. В 2019 году я решил переехать жить на Филиппины. Я давно был увлечен Юго-Восточной Азией, и к тому моменту, пересмотрев кучу материала на Ютубе, идея тропической островной жизни среди дружелюбных и улыбчивых местных жителей овладела моим сознанием. Хотелось оставить позади всю эту заурядную серую рутину и начать жизнь с чистого листа. Всего спустя несколько недель после приезда на Филиппины я познакомился с главным героем этого ролика. Этот местный парнишка почему-то постоянно тусил в русскоговорящем сообществе среди наших экспатов, немножко даже говорил по-русски, и те из наших, кто жил в Думагете еще до пандемии, хорошо его знают. Оказалось, что чуть раньше он был совладельцем русского кафе. Своим складом ума он заметно отличался от обычных филиппинцев, и как-то так получилось, что мы достаточно быстро сдружились. Я часто проводил время в их семье задушевными беседами, которым способствовал местный филиппинский ром. А они даже стали называть меня Куя, что в переводе с филиппинского означает «старший брат». С тех пор прошло несколько лет моей жизни на Филиппинах, и я принял решение окончательно пустить тут корни. Мне, как и любому нормальному человеку, уже хотелось иметь свой домик, а не платить чужим людям за аренду. План был простой: купить кусочек земли и начать со строительства небольшой, квадратов на 40-50, но уютной студии, где я бы мог жить и работать. Затем, по мере возможности, построить вторую, чтобы я мог маму забрать, ну или хотя бы, чтобы она могла приезжать на зимовки. И затем постепенно довести количество студий до 4. Одна для себя и еще 2-3 под сдачу в аренду. Я поговорил с мужиком, который занимается строительством, и мы прикинули, что строительство одной такой студии под ключ обойдется около $10 000. Такой бюджет я и заложил под свою стройку. Но вот незадача. На Филиппинах иностранец не может купить землю на свое имя. Он может лишь ее арендовать на долгий срок. Я пошел к своему филиппинскому друже и в присутствии его семьи спросил: «Слушай, я хочу остаться жить на Филиппинах. Хочу свой домик, хочу заняться своим делом тут. Беседку хочу, деревья фруктовые посадить, газончик, по которому бы я мог ходить босиком. Скажи, могу ли я купить землю на твое имя?» Я объяснил, что это судьбоносное для меня решение, и если что-то пойдет не так, то я просто не смогу дальше существовать. А поэтому я попросил не отвечать мне сразу, а сперва посоветоваться с семьей. Если им не нравится эта затея, или если они не хотят с ней связываться, то ничего страшного. Нет, это такой же хороший ответ, как и да, и он гораздо лучше, чем может быть. Я, отталкиваясь от этого, смогу уже искать другое решение или других людей. Но они были полны решимости. «Куя, ты же нам как старший брат. Ты же часть семьи. Конечно же, мы тебе поможем и во всем поддержим». Тут важно сделать небольшое лирическое отступление и рассказать о них чуть подробнее для лучшего понимания картины. Эта семья не какие-то там рыбаки или фермеры. Это достаточно уважаемая и влиятельная в городе семья. Его мама работает с правительством на госзакупках, отец в Министерстве по экологии, а старшая сестра юрист и тоже работает с правительством. То есть на Филиппинах у них есть определенный вес и связи. Сам же герой этого выпуска достаточно известный в Думагете художник. Он пишет картины и организовывает выставки, проводит мероприятия, шоу и разные представления. Так вот, в январе 2023 года мы приступили к поиску участка. Мы посмотрели, наверное, 20 разных мест. Где-то ломили высокую цену, где-то участок был высоко в горах, где-то не было дороги. Везде было что-то не то. Но спустя какое-то время мы нашли подходящую землю. Это был участок на 1000 квадратных метров с отличным подъездом. Всего в 3 минутах пешком до главной дороги с заправкой, кафешкой, столовкой и магазином. И всего в 5 минутах пешком до пляжа с офигенным коралловым рифом и дайв-центром. Просто отличное место для любителей дайвинга и снорклинга.
А самое главное, в регионе туристическая деревня Дауин с прекрасным песчаным пляжем, торговым центром, кучей кафешек, ресторанов, резортов и дайв-центров находилась всего в 1 километре, это 15 минут пешком. Я сразу влюбился в это место и решил, что вот оно, то самое. Чтобы не быть голословным, я иногда свой рассказ буду сопровождать скриншотами переписки с персонажами этой истории, а важные моменты буду помечать восклицательным знаком. Дружище сказал, что продавцы хотят за участок 1,5 миллиона песо, но они смогли сторговаться до 1,4 миллиона. Запомните этот момент, мы к нему еще вернемся. Ну что ж, цена в 1400 филиппинских песо за 1 квадратный метр земли, недалеко от морского заповедника с коралловым рифом и всего в километре от лучшего пляжа в регионе мне показалось неплохим предложением. Я захотел лично встретиться и пообщаться с продавцами, но мой филиппинский дружи меня отговорил. «Эй, позволь мне все переговоры и расчеты вести от своего имени. Ты же знаешь, если филиппинцы увидят иностранца, то ценник на землю сразу же взлетит. Познакомишься с ними позже, когда мы закончим сделку». Да, все звучало логично. За 4 года дружбы мое доверие к этому человеку было 100%, и у меня и мысли не возникало не доверять его словам. На том мы и решили. Тут в повествование входит следующий персонаж – старшая сестра нашего главного героя. Помните же, что она юрист, которая работает с правительством? Также удачно совпало, что она как раз специализируется на земельных вопросах. Я их попросил проверить документы на землю с юридической стороны, и если там все в порядке, то совершить сделку. Через какое-то время наш юрист дала свое заключение. Да, мы можем купить эту землю. Есть там свои нюансы, так как это agricultural, то есть ферма, и так как они продают лишь кусочек, то это займет дольше времени и стоить будет чуть дороже. Но в принципе никаких сложностей с переносом тайтла возникнуть не должно. Ну что ж, повода не доверять ее оценке у меня не было. Наша юрист озвучила мне ценник в 230-250 тысяч песо за оформление всех документов и перенос тайтла на имя моего филиппинского друга с последующим заключением долгосрочного договора аренды между мной и им сроком на 25 лет с пролонгацией еще на 25. 100 тысяч песо нужно было заплатить сразу юристам за оформление всех документов, а остальные доплатить потом в Департамент сельского хозяйства Филиппин для конвертации фермы в землю под ИЖС. Еще чуть раньше я продал все ценные бумаги, крипту. В общем, вышел из всех тех инвестиций, которыми занимался, наверное, последние лет 15 в погоне за своим тропическим раем. И из своего филиппинского банка перевел на счет своего филиппинского дружи 1,5 миллиона песо, чтобы он все расчеты мог вести от своего имени. 1 400 000 филиппинских песо на покупку земли и 100 тысяч он должен был отдать в офис юристам на документы. Оставшуюся сумму на конвертацию этой фермы в землю под ИЖС я должен был доплатить позже. 8 марта 2023 года состоялась сделка и был подписан договор купли-продажи между семьей, которая продает землю, и моим филиппинским друже. Дружище объяснил мне, что пока продавцам они заплатили лишь предоплату в размере 700 тысяч песо, и еще что-то там он заплатил в офис нашим юристам, чтобы они могли приступить к процессу оформления документов. То есть на банковском счету моего филиппинского дружи, по моим подсчетам, остается моих 800 тысяч филиппинских песо, за минусом каких-то там расходов на юристов. Доплатить вторую половину и закрыть сделку мы должны только тогда, когда та семья, что продает нам участок, со своей стороны предоставит все необходимые документы, а мы подготовим все необходимые документы с нашей стороны. То есть только тогда, когда документы с обеих сторон сойдутся вместе и все будет готово для переноса права владения участком на другое имя. Вдохновленный сделкой, в своей голове я уже вовсю занимался стройкой. Искал в интернете дизайны домиков, прикидывал, где буду закупать стройматериалы, считал сметы. В общем, вовсю собирал информацию о строительстве. Я все мечтал о таких студиях, знаете, в индонезийском стиле, с верандой, с большими панорамными окнами на задний дворик, где была бы карликовая бамбуковая рощица, садик, газон и милые каменные дорожки. Но, увы, моим мечтам не суждено было сбыться. Где-то через 1,5 месяца после сделки, а это был конец апреля 2023 года, на мой вопрос, как там вообще дела с документами обстоят, дружище сообщает, что в принципе все окей, но ему нужно предоставить National и Voters ID. На Филиппинах, кроме паспорта, есть еще куча разных удостоверений личности, и вот конкретно этих двух у него нету. Но все в порядке, он уже подал заявление на их выпуск. Нужно лишь дождаться, пока будет готов пластик.
После начала сделки прошло уже почти полгода. Я регулярно спрашиваю про эти ID, но ответ всегда одинаковый. Документы пока еще не готовы. Неужели на Филиппинах, чтобы выпустить кусок пластика, нужно ждать так долго? Но да, я провел свое исследование и выяснил, что кому-то эти айдишки делают за несколько месяцев, ну а кто-то ждет годами. Ждать несколько лет кусок пластика не вариант, ведь я просто буду проедать те средства, на которые планировал уже начать стройку. Поэтому я прошу филиппинского дружа закрыть сделку с продавцами земли, доплатить им оставшуюся половину суммы, получить с них бумагу, что мы полностью с ними рассчитались, чтобы я мог потихоньку начать заниматься своей стройкой, а всю бюрократию с оформлением делать параллельно по мере готовности документов. Дружа соглашается с моим планом, обещает встретиться с продавцами земли, чтобы закрыть сделку, но дальше под разными предлогами ничего не происходит. То он типа в отъезде, то они в отъезде, то у них там какой-то родственник заболел и им не до встреч. Я к этому моменту уже заметно нервничаю и начинаю что-то подозревать. Но наш юрист, который занимается оформлением бумаг, успокаивает и говорит, что все под контролем, переживать не стоит, надо лишь подождать. Напомню, что это старшая сестра моего филиппинского дружа. С момента начала сделки прошел уже почти год. National и Voters ID так и не готовы. Сделка с продавцами под разными предлогами так и не закрыта. А я для консультации иду к независимому юристу. Это был долгий разговор, который я записал на диктофон. Юрист долго рассказывал о том, как происходит процедура купли-продажи земли на Филиппинах, какие бывают виды земельных участков и сколько обычно стоит процедура оформления. Самое главное, что я вынес из этого разговора, это то, что обычно процедура стоит до 8% от сделки, а 8% от 1 400 000 это никак не 250 тысяч, которые мне озвучила наша юристка. Второе, это то, что никакие National и Voters ID не нужны и таких требований не существует. But the story with National ID is a bullshit. That's bullshit. I'll look you straight in the eye and tell you this, but never heard of that in my life. И третье, если этот тип фермы так называемый клоа-тип, то я конкретно попал, потому что в филиппинских реалиях оформить такой тип земли практически невозможно. Что такое клоа-земля и какие там проблемы с оформлением? Давным-давно, где-то в 80-х годах, филиппинское правительство подарило одной филиппинской бабушке ферму и завещало использовать ее только под сельское хозяйство, без права продавать эту землю в последующие 10 лет. 10 лет уже давным-давно прошли. Филиппинская бабушка уже давным-давно отправилась на покой, а эта самая ферма перешла по наследству всем ее потомкам. И теперь, пока все живые, совершеннолетние родственники этой самой филиппинской бабушки не подпишут один единый документ о том, что у них нету претензий вот на этот конкретный кусочек земли, который мне продает вот эта супружеская пара, оформить землю и перевести ее под ИЖС будет невозможно. А с тех пор, как бабушка ушла в мир иной, с филиппинской плодовитостью, их там уже накопилось человек 30. Кто-то у них там вообще живет на других островах, кто-то переехал жить в Америку, ну а кто-то наверняка захочет подписать этот документ об отказе от претензий не за просто так. Этот документ называется Extrajudicial Settlement of Estate, и в филиппинских реалиях, чтобы все его подписали, практически нереально. Именно поэтому землю типа клоа оформить крайне проблематично. Но давайте от этого лирического отступления вернемся обратно к истории. Вы-то, конечно, уже давным-давно догадались, в чем тут дело. Но я на тот момент подозревал лишь нашу юристку. Доверие к филиппинскому друже было 100%, но вот его сестру я знал хуже. Наверное, она специально дала несуществующие требования по ID и втянула меня в сделку с клоа землей для того, чтобы искусственно затянуть и усложнить процесс, чтобы был повод дополнительно вытянуть побольше бабла. Ведь еще до этого она явно намекала на то, что можно в принципе и ускориться, но это будет стоить дороже. Ну что ж, мой филиппинский друже, пришло время нам с тобой во всем разобраться. В конце февраля 2024 года я встречаюсь с филиппинским друже и требую от него вернуть остаток денег на мой счет и наконец-то организовать мне очную встречу с продавцами земли. За год дело так и не сдвинулось с мертвой точки, и я уже просто хочу все отменить и вернуть свои деньги. Друже обещает, что конечно же мы встретимся с владельцами земли, конечно же он все вернет на мой счет, но только не сейчас, а через месяц. А про эти айдишки он начинает заметно юлить и во всем обвинять родную сестру. Мол, какие требования по документам она дала, такие он и пытался выполнить. И вообще они уже давным-давно с ней в контрах и давным-давно с ней не общаются.
Я уже, конечно, все понимаю, но просто отказываюсь в это верить. В течение следующего месяца под разными предлогами филиппинский друже откладывает нашу встречу с продавцами земли, которых я так до сих пор и не видел лично. Опять начинается эта тягомотина, то они заняты, то он занят. Видно, что он заметно нервничает. И вот когда мы наконец-то встретились и уже должны были ехать на встречу с продавцами земли, вместо этого он везет меня в кафе поговорить, где и признается, что уже давным-давно потратил мои деньги и не может закрыть сделку с продавцами. Sorry, Kuya, I lost your money. Извини, брат, я потерял твои деньги. Извини? Как будто ты, падла, мне на ногу наступил или навстречу опоздал. Да нет, не извиню. При этом он клятвенно обещает вернуть все деньги до конца марта 2024 года. Еще через какое-то время все-таки состоялась наша встреча с продавцами земли. Это была взрослая супружеская пара филиппинцев. Их семье от бабушки досталась большая ферма в наследство, и вот каждый сейчас продает свои кусочки. Я признался, что это мои деньги, что это я хотел купить участок на имя своего филиппинского дружа, и что он уже потратил вторую половину денег, который должен был закрыть сделку и выкупить участок. А поэтому я прошу их отменить сделку и вернуть мне предоплату. Видно, что они были в шоке от такого расклада. Они тоже не знали, что в сделке участвует иностранец, и толком мне тогда ничего не ответили. Мы лишь обменялись контактами, чтобы напрямую быть на связи. С этого момента, до этого остававшиеся в тени моего рассказа, в повествование вступает третий персонаж моей истории. Это супружеская пара, которая продает нам участок, и я начинаю непосредственно общаться с мужем. 1 апреля 2024 года истекает тот срок, когда филиппинский друже должен был вернуть все те деньги, что он украл. «Дай мне еще время, я все верну, но только не сейчас, как только смогу». В переводе с филиппинского это означает «никогда». Только вот, наверное, в этот момент меня конкретно накрывает с головой. Все то, к чему я стремился, все то, что я планировал, тот путь, по которому я шел и который мне был абсолютно понятен, все мои надежды, все мои мечты. Все пошло по пизде в один миг. Что делать дальше и куда дальше двигаться с этого момента я больше не понимал. Если те, кого я считал лучшими, оказались обманщиками, ворами и мошенниками, то скажите, а что мне думать об остальных? Черт возьми, это чертовски гнилые мысли по поступкам некоторых судить всех. Я знаю, что это неправильно, я знаю, что так нельзя, но в тот момент я иначе не мог. Оставаться среди таких людей, которым абсолютно нельзя доверять, стало для меня невыносимо. Я принимаю решение уехать из Филиппин и поехать домой. Мне нужно подумать, что делать дальше. А филиппинскому друже я сказал, что из уважения к былой дружбе и из уважения к твоей семье я даю тебе ровно год, чтобы исправить ситуацию. Спустя какое-то время я получаю сообщение от продавцов земли. Они посовещались с семьей и приняли решение, что согласны отменить сделку и вернуть мне ту предоплату, которую получили еще год назад. Нужно лишь подписать с филиппинским друже отказ от сделки и нотариально заверить. Звучит логично, чтобы потом ни у кого никому не осталось претензий. Я в полной уверенности, что вот сейчас мне хотя бы вернут ту половину, которая ушла этой семье как предоплата за землю еще в самом начале. Но не тут-то было. Теперь они, видите ли, не могут согласовать документ отмены договора купли-продажи. Составить всего одну страничку текста и подписать ее оказалось целой историей. Ой, на этой неделе наш адвокат занят. Ой, а на этой неделе заняты мы. И эта хрень растянулась еще на несколько месяцев. На дворе уже середина июня 2024 года. Я начинаю психовать и просто требовать от этой семьи вернуть мне те 700 тысяч, которые им заплатили еще в самом начале как предоплату. «Какие 700 тысяч?» – возмущается мужчина. «Вы нам заплатили 600 тысяч, а не 700 тысяч». Интересно. А филиппинский друже уверял, что половину от сделки – 700 тысяч. Филиппинский друже, тебе слово. Пришли, пожалуйста, копии всех документов по этой сделке. Филиппинский друже начинает заметно юлить. Да-да, 600 тысяч твоих денег мы заплатили этой семье, и еще 100 тысяч мы заплатили юристу. Вот и в моей голове засела цифра в 700 тысяч. Но при этом почему-то копии документов он упорно не шлет. Окей, зайдем с другой стороны. Я прошу прислать все квитанции и копии всех документов по сделке ту семью, что продает нам участок, и мужчина присылает вот такой документ. Acknowledgement of partial payment and conditions for full payment. Подтверждение частичной оплаты и условия, необходимые для полной оплаты. Документ нотариально заверен и подписан всеми сторонами.
Этот документ был последним гвоздем в мой гроб. До этого момента где-то там в глубине моей души еще теплился огонек, что может быть это все череда дурных, но тем не менее случайных событий привела к такой ситуации. Я в своей голове всячески пытался оправдать того человека, с которым до этого дружил 4 года, которого называл братом, с которым мы вместе выпили цистерну филиппинского рома за эти годы, который помогал мне в больнице, когда я сломал ногу. Но взглянув на этот документ, мне окончательно все стало ясно. Теперь стало понятно, почему он так настаивал на том, чтобы все дела с продавцами вести лично, и так занервничал, когда я захотел с ними встретиться. Раньше я видел только копию договора купли-продажи, так называемый Absolute Deed of Sale, но в нем не была указана фактическая стоимость сделки. Это нормальная на Филиппинах практика занижать фактическую стоимость сделки, чтобы платить меньше налогов. В присланном же продавцом земли документе все суммы были фактические. И оказалось, что реальная стоимость сделки не 1 400 000, как уверял филиппинский друже изначально, а 1 100 000. Это доказало, что намерение кинуть меня было у этого гондона изначально. Он с самого начала закинул себе в карман моих 300 000 песо, а затем, воспользовавшись ситуацией, что оформление документов превратилось в бюрократический ад, прибрал к рукам и оставшиеся 500, при этом еще лицемерно целый год играя роль моего лучшего друга. 600 000 песо осели у продавцов земли как предоплата, 800 000 спер филиппинский друже, и 100 000 взяла адвокатша за оформление документов, при этом уверяя, что все под контролем, ты не переживай. Ну а мне достался бублик. В конце августа 2024 года я получаю от них сообщение, что они наконец-то все вместе сходили к адвокату и согласовали ту самую бумагу по отмене договора купли-продажи и возврату предоплаты. 4 месяца им понадобилось для того, чтобы составить одну единственную страничку документа и согласовать между собой. Ну уж теперь-то точно они мне вернут хотя бы предоплату. Хер там плавал. Мужик заявил, что сейчас денег нет, будут в сентябре. А в сентябре заявил, что будут в октябре. И в октябре, конечно же, никто ничего тоже не вернул. Он признался, что моих денег у них, конечно же, уже давно нет. И смогут вернуть предоплату только тогда, когда найдут нового покупателя на эту землю. Я записываю этот ролик в конце февраля 2025 года. И, конечно же, до сих пор мне никто ничего не вернул. Но давайте еще разок внимательнее взглянем на ту бумагу, которую он мне прислал ранее. Там написано, что филиппинский друже обязуется закрыть сделку и полностью выплатить всю стоимость участка только после того, как эта семья, что продает нам участок, со своей стороны полностью предоставит все необходимые документы, а именно тот самый Extrajudicial Settlement of Estate, о котором я рассказывал ранее. Этот документ эта семья так никогда и не предоставила. Более того, этого документа у нее нету до сих пор, хотя с момента сделки прошло уже почти 2 года. И согласно подписанной ими же бумаге, если они за отведенный срок не смогли предоставить этот документ, то они обязуются вернуть предоплату, чего они, конечно же, не сделали до сих пор. А еще там написано, что они не имеют права продавать участок третьим лицам, пока действует текущее соглашение. Но тем не менее, мужик подтвердил, что именно этим они сейчас и пытаются заниматься. То есть даже если пока откинуть в сторону тот факт, что филиппинский друже спер вторую половину денег, то изначально это семейство попыталось продать землю без каких-либо документов, подтверждающих, что это вообще их земля и что они имеют на это право. При этом они взяли предоплату, заключили соглашение с покупателем, что все необходимые документы предоставят в течение нескольких месяцев, но так этого никогда и не сделали. А теперь пытаются продать эту же землю другим покупателям, чего они не имеют права делать согласно подписанному ими же соглашению, и отказываются вернуть предоплату. Как видите, на Филиппинах на подписанные договора и соглашения всем глубоко насрать. Никто никакой ответственности не несет. И почему наша юрист, проверяя документы на эту землю еще перед началом сделки, не предупредила меня о том, в каком плачевном состоянии находятся бумаги, и что привести их в порядок будет крайне проблематично? И зачем филиппинский друже целый год мне вешал лапшу на уши об отсутствии у него National и Voters ID, если задержка с документами была по вине продавцов? Как мне объяснила наша юрист, которая занималась бумагами, чтобы изменить статус земли из КЛОА в землю под ИЖС, помимо стандартной процедуры по смене права собственности и переносу тайтла на имя покупателя, должна еще дополнительно пройти процедура в Департаменте сельского хозяйства Филиппин по конвертации статуса лота. И в этот самый Департамент сельского хозяйства Филиппин филиппинский друже должен был предоставить определенный комплект документов. Вот он на экране.
Там написано, что нужно National ID или любое другое государственное удостоверение личности. Это может быть паспорт, водительское удостоверение, страховое удостоверение, налоговое удостоверение. На Филиппинах разных ID может быть, наверное, штук 20. Со слов нашего юриста, она этот перечень документов еще в самом начале сделки дала брату, и почему он стал настаивать на необходимости именно National и Voters ID, она не знает. Вообще, очень эмоциональный у меня тогда с ней получился разговор. Она и плакала, и злилась, и уверяла, что понятия не имела, что ее брат так поступил. Не знала, что я в самом начале перевел все деньги за сделку сразу. Не знала, что он продал контракт за 1 100 000, а мне сказал, что за 1 400 000. И что они уже давным-давно в контрах и с друг другом не общаются. И что в его дела она не лезет. Она лишь помогала с договором купли-продажи и межеванием. И что их родители тоже в шоке от этой ситуации. Ну, может и так, это уже не имеет никакого значения. Их родителям, кстати, я тоже написал, предупредил, что если дело получит общественную огласку, это явно благополучно не скажется на их репутации и бизнесе. Рассказ уже получается достаточно запутанным, поэтому для тех, кто потерял нить повествования, давайте я коротко напомню суть. В январе 2023 года я решил купить землю на Филиппинах. Но так как иностранцы не имеют права владеть землей, то я попросил своего филиппинского друга, с которым до этого был знаком уже 4 года, не согласится ли он, чтобы мы купили землю на его имя, а уже с ним бы я заключил договор долгосрочной аренды, как это обычно делается на Филиппинах в таких случаях. Он согласился помочь. Мы нашли участок в 1000 квадратных метров и, со слов друга, стоимостью в 1 400 000 песо. Он предложил все расчеты и переговоры с покупателями земли вести от своего имени, чтобы продавцы не знали, что это иностранец покупает землю, иначе они могли бы заломить цену. Я соглашаюсь с этими доводами, выхожу из всех инвестиций, которыми занимался последние лет 15, и на полном доверии перевожу филиппинскому друже 1,5 миллиона песо. 1 400 000 на покупку земли и еще 100 000 юристу, который будет заниматься оформлением всех документов. Они заключают сделку, согласно которой, со слов филиппинского дружи, продавцам земли переводят предоплату в размере 700 000 песо, а вторую половину суммы они должны перевести только тогда, когда продавцы земли предоставят все необходимые документы. В течение следующего года продавцы земли никакие документы так и не предоставили. В какой-то момент, воспользовавшись задержкой с документами, филиппинский дружи ворует вторую половину моих денег, которыми он должен был закрыть сделку с продавцами участка. Я требую как у филиппинского дружи, так и у продавцов земли вернуть все мои деньги. Но, разумеется, они ничего не возвращают, лишь каждый раз кормят завтраками. Тогда, полностью разочаровавшись в филиппинском обществе, я решаю уехать из Филиппин. А этим людям даю ровно год для того, чтобы все исправить. Иначе я обещаю поднять шумиху. Еще через какое-то время выясняется, что предоплата за землю была не 700 000, как уверял филиппинский дружа, а 600 000. А контракт на покупку земли был не на 1 400 000, а на 1 100 000. То есть это падла, воспользовавшись моим стопроцентным к нему доверием, с самого начала киданул меня на 300 000, а затем, пожадничав, прибрал к рукам и остальное, насрав на многолетнюю дружбу и предав мое доверие. Почему я сразу не пошел в полицию? Я думаю, у многих возникнет этот вполне логичный вопрос. Но те вещи, которые кажутся логичными и привычными во всем цивилизованном мире, в филиппинском обществе работают иначе. И я прекрасно знаю, какая реакция будет на те или иные действия. Помните, я немного рассказывал о семье своего филиппинского дружа, что это непростые люди со связями в правительстве. Придя в полицию, копы просто разведут руками. Ты сам перевел деньги, тебя никто не заставлял. Никаких договоров, кроме банковской транзакции о переводе, у тебя нету. Полиция просто не будет связываться с этими людьми и с этим делом, сославшись на отсутствие оснований. На Филиппинах есть негласное правило, которое называется Filipino First, что в конфликте между иностранцем и местными остается неправ иностранец. Так может пойти к юристам и попробовать подать на них в суд? Ну, вообще-то я ходил. Юрист сказал, конечно, давай попробуем, неси мне много тысяч песо, но результат я не гарантирую. Такой процесс растянется на годы и вытянет из меня чуть ли не больше, чем я потерял. А согласно принципу Filipino First и связям этих людей в правительстве, разумеется, никакого положительного результата не будет. Да и тогда, наверное, еще была надежда, что вот-вот-то сейчас они мне все вернут, вот как раз в следующем месяце, вот-вот нужно немножко подождать. Что происходит на данный момент? Продавцы земли по-прежнему обещают вернуть предоплату только после того, как найдут нового покупателя на эту землю. Учитывая, в каком состоянии у них документы, я сильно сомневаюсь, что это произойдет быстро. Филиппинский друже тоже обещает вернуть все украденное, но денег, конечно же, с его слов у него нету.
Хотя, судя по социальным сетям, чувак кайфует от поездок за границу. Я смотрю, в Индонезию ездил, в Гонконге был, в одном из самых дорогих городов мира на минуточку. Но, тем не менее, денег вернуть долг нет. Я пытался связаться с его родителями, много раз разговаривал с его сестрой, те охуют, ахуют, дают кучу обещаний, но, конечно же, ничего не происходит. Уже почти прошел тот год, который я им дал на мирное урегулирование ситуации, и скоро я вернусь обратно на Филиппины. Оставаться жить в этой стране и в этом обществе у меня больше нет никакого желания, но побороться за свое я все-таки попробую. Для начала я попробую создать общественный резонанс. У меня есть там пара знакомых англоязычных блогеров с аудиторией 100 тысяч подписчиков и больше. Попробую дать им интервью. Попробую также написать в разные медиа. Этот ролик на своем англоязычном канале переведу на английский язык. Есть там у них один публичный сенатор, борец со всем несправедливым за все справедливое, Рафи Тулфо in Action. Вот ему попробую все материалы отправить. Я уверен, что если постучаться в 100 дверей, хотя бы одна откроется. Обратив внимание общества на этот кейс, уже тогда попробую сходить в полицию, либо еще раз очно пообщаться с этими людьми. Возможно, под общественным прессингом они будут более сговорчивы. Надеюсь, они понимают, что придание истории огласки не самым благополучным образом отразится на их репутации и на их бизнесе. Хотя, скажу вам по опыту, там всем на все пофигу. Но тем не менее, попробовать я обязан. С момента начала сделки прошло уже 2 года. Что делать сейчас и по какому жизненному пути идти дальше, я, честно говоря, не знаю. Эта ситуация перевернула всю мою жизнь с ног на голову, и в таком положении, знаете ли, трудно сориентироваться. Может быть, у вас будут какие-нибудь советы, а может быть, у кого-то есть какие-нибудь связи в Думагете, которые бы как-то помогли разрешить эту ситуацию. Ну а тем, кто до сих пор грезит о своем домике на берегу океана в стране добрых людей, и кто до сих пор не передумал, я могу дать лишь несколько советов. Своими улыбками, добротой и отзывчивостью филиппинцы запросто могут купить ваше доверие. Но постарайтесь, пожалуйста, не совершать моих ошибок и на жгучем филиппинском солнце держать голову в холоде, даже если речь идет о вашей филиппинской девушке или жене. Если вы думаете, что мой случай единственный, то вам следует время от времени посещать форумы иностранных экспатов на Филиппинах. Там особенно часто попадают иностранные пенсионеры со своими молодыми филиппинскими женами. Если уж вы затеяли какую-либо сделку на Филиппинах, то вам просто необходимо лично участвовать во всех ее процессах на каждом ее этапе. Лично изучить весь документооборот лучше любого филиппинского юриста и лично контролировать получение всех бумаг и подписей. Сразу же требовать все чеки, лично общаться с продавцами, покупателями, подрядчиками, прорабами, контролировать все закупки. Единственный способ добиться результата – это нырнуть в процесс с головой и не вестись на речи так называемых профессионалов, которые с их слов обещают все сделать по высшему разряду. И не забывайте, что нужно максимально стараться себя обезопасить договорами и заверенными у нотариуса долговыми расписками, даже если вам кажется, что попросив подписать подобную, вы как-то сможете обидеть вашу девушку или друга. Как видите, я дорого заплатил за эти знания. Спасибо, что выслушали мою историю, и всем удачи.